Сегодня пятница, у нас 20 марта 2019 года, очень волатильные сейчас рынки. Я надеюсь, что сегодня тоже будет интересно, я покажу вам максимум того, что может система, потому что чем более волатилен рынок, тем больше сигналов. Ну ладно, что мы тут увлекаемся вступлениями, давайте торговать. Итак, первая потенциальная комбинация на вход в рынок — это WTI. Посмотрите налево, наверх. У меня нефть. Я буду очень медленно сегодня рассказывать, показывать. Много новеньких, много трейдеров, которые не совсем понимают все термины или не успевают просто, да, за скоростью автора, что не очень хорошо. Да, поэтому сегодня мы с вами исправим этот момент. И я буду подробно, детально останавливаться над тем, что у меня в голове, да, что я делаю. То есть процессинг. Что первое, второе, третье, почему это так, а почему это так, а почему это так называется и так далее. И будем, конечно, все записывать. Вот сейчас, например, посмотрите на нефть вместе со мной. Что мы видим? Не нужно, чтобы определить сделку, смотреть на кучу разных таймфреймов. Это можно делать, но особой необходимости в этом нет. Также не обязательно там листать график на день, 2, 3, 4, 5 назад. Это можно делать, но это не обязательно. Вот берешь свой фрейм. Фрейм имеется в виду вот твоя рабочая зона сейчас. Вот чуть уменьшил график, минутный таймфрейм. Это может быть и 5-минутный, и часовой, неважно. И что я здесь вижу? Я вижу, что рынок пробил мои уровни. Отчетливо вижу ключевые зоны поддержки. Вот здесь я вижу белый прямоугольник, это 15-минутный уровень. Часовой прямоугольник, это зеленый бокс. Да, часовая зона поддержки. Мы эту зону и ту зону, обе зоны прошили. Пробили уровень. Ага, куда пробили? Вниз. Отлично. После того, как цена пробила вниз, какая следующая моя мысль? Стандартная, базовая мысль. Ну и вас, скорее всего, такая же мысль посещает. Как я могу прыгнуть в это движение? Как я могу участвовать в дальнейших распродажах? И здесь два варианта основных. Два варианта торговли на продолжение движения. Это коррекция, либо это моментум сигнал. Что такое моментум сигнал? Моментум сигнал — это когда ты получаешь сигнал на пробой возле уровня и сразу прыгаешь в движение, не дожидаясь коррекции. Допустим, вот здесь мы пробили уровень, ты сразу селишь, например. Да? Это моментум. То есть ты прыгаешь в ожидании того, что рынок без коррекции усилится и повалится вниз. Но есть второй вариант, это коррекция. Более комфортный в психологическом плане, потому что здесь ты торгуешь не на каких-то минимумах, потому что продавая на пробое в ожидании усиления тренда, ты, как правило, торгуешь на низах. И психологически может быть сложно. Поэтому второй вариант — это торговля на коррекции. Так как здесь у меня никаких сигналов на sell не было, моих сигналов, мы к ним перейдем чуть позже. Сейчас мы разбираем концепцию общую. Да? То чего я могу ожидать в этой ситуации? Это коррекции, восстановления рынка. И вот мы видим сейчас нефть WTI восстанавливается после того, как мы протестировали 25200. Цена начинает немного подниматься. И что еще я вижу на этом графике уже по своей системе? Я вижу, что начиная вот отсюда, с момента пробоя 15-минутного уровня, где я держу курсор, до абсолютного минимума все мои свечи были одного цвета, черного. Раз свечи черные, это говорит о том, что состояние рынка, локальное состояние рынка нисходящее. То есть присутствует некий моментум. Моментум имеется в виду поток вниз, то, что мы сейчас видим на графике. И впервые вот здесь я вижу белый бар, белую свечу, как угодно, это одно и то же. О чем мне это говорит? Что локально покупатели перехватили инициативу. Почему? Потому что белый бар для меня означает бычье состояние рынка. Но так как я вижу, что мы пробили уровень раз, два и сделали новый минимум, и цена начинает восстанавливаться, мысль очень простая. Как я могу участвовать в этом движении? Как я могу поймать точку усиления или возобновления вот этого
тренда, да, нисходящего, или вторую волну, потому что вот у нас первый импульс пробили и начинается восстановление. Угу. Зафиксировали, да, этот момент? То есть базовая торговля на коррекции. Я специально так медленно рассказываю, я могу это за секунду вам все показать, но это будет неинтересно. Так вот, мы к чему приходим? Пробой уровня. Первое условие. Сила сигнала номер 1. Мы обвалились, неважно куда, мы упали. Достигли некой точки, рынок начинает отбиваться. Пробой уровня. Сила сигнала номер 1. Коррекция. Сила сигнала номер 2. Для меня не обязательно, чтобы мы протестировали уровень или подошли к нему. Это не ключевое мое условие. И третье условие, это как раз то самое место и время, когда я могу продавать в направлении вот этого движения. То есть на черной свече. Первая черная свеча после пробоя вниз и после белой свечи. Это называется ротация бара. Изменение цвета свечи. Если мы ждем черный бар здесь, чтобы войти на продолжение движения, первый черный бар мы сейчас продадим нефть. Да, это называется ротация бара. То есть точка увядания коррекции. Потому что как только бары стали белые, посмотрите, что произошло. Мы взлетели на 50 пунктов. Поэтому мы ждем первый черный бар и нажимаем Sell. Мы можем взять наш инструмент для ручного стоп-лосса, потому что базовая концепция торговли на коррекциях по этому сигналу подразумевает стоп за максимум этой коррекции. Но где она будет, ты не знаешь, пока не появился черный бар. WTI уже формирует черный бар. Уже формирует черный бар, и мы сейчас будем селить его. Очень-очень солидный сигнал, коллеги, ротация бара. Я настоятельно рекомендую, чтобы вы торговали этот сигнал. Чуть поплотнее можно стоп-лоссы, потому что если сейчас будет черный бар, как правило, мы будем видеть сразу движение. Видите, уже не черный бар, только что черный уже нет. Потом все посчитаем, посмотрим, как сегодня торги пойдут. Ждем закрытия, да, потому что в процессе мы видим то черный, то белый, то черный, то белый, то черный, то белый. А нам нужен черный бар на цене закрытия. После того, как эта свеча закроется, закроется, коллеги. Очень важно. У меня есть советник, и я нажимаю кнопку Sell. Я нажимаю кнопку Sell. Мой первый тейк равен стоп-лоссу. Да, соотношение 1 к 1. Если мы зайдем в мои настройки, советники, свойства, соотношение take profit stop loss для первой позиции 1:1. Ну, грубо 1 к 1. А дальше, если рынок пойдет в мою сторону, то будет использоваться трейлинг стоп для второй части. Вот сейчас у меня открыты две сделки одинаковым объемом. Мы дошли до первой цели по ротации бара. Давайте следить, как будет вести себя трейлинг стоп. Смотрите, как мой трейлинг далеко. Смотрите, какое расстояние между трейлингом. 80 пунктов. Чудовищное расстояние. Посмотрим, он прыгнет сейчас или нет. Это на самом деле хорошо, потому что чем шире волатильность, тем шире трейлинг стоп. Посмотрите, как он быстро, да, бежит за ценой. Я уже вот за эти 2-3 шага, за эти 2-3 свечи залокировался еще по одной части позиции по WTI. То есть первая часть и вторая. Посмотрите, мы вошли, и чаще всего, если ты входишь по ротации бара после сильного импульса и быстрой коррекции, цена сразу идет в твою сторону. Это не какой-то там, знаете, вот замануха какая-то. Вот, посмотри там, да, какой-то пример отдельный. Нет, это вы на своих графиках тоже можете увидеть. Да? И если вы не участник закрытого чата, точнее, закрытой онлайн-торговли, потому что чат, ну, воспринимается, как будто мы там сидим и просто разговариваем. Нет, это онлайн-торговля, живые сделки по тем же самым сигналам. Единственное время и единственный день, когда у меня нет онлайн-торговли, это вот в пятницу. Я поэтому порой пишу для вас ролики, потому что не всегда есть возможность писать ролики. Ну и не всегда рынок ликвиден, на самом деле. Иногда бывает рынок сонный, у тебя сделок нет, и как бы что писать? Записывать нечего особо. Может быть, у нас будет шанс нарастить объемы, либо если мы вылезем по трейлингу, то добавить, снова открыть сделку на sell здесь, в этой области. Посмотрим. Чуть-чуть позже вернемся, но обращаю ваше внимание по
WTI мы стоим, да, на поддержке практически. Чуть ниже у нас 24 500, ключевая поддержка. Наш трейлинг продолжается по WTI. Посмотрите вот сюда. Посмотрите на WTI. Мы протестировали тот самый наш лоу практически, который мы отметили. Я могу здесь закрыть позицию, да, и не терять дополнительно 60 пунктов. Ну, а вдруг рынок пойдет вниз? Ага. Да. Ты не можешь это контролировать. Поэтому дай рынку самому решить. Потому что ты здесь взял деньги, здесь уже взял деньги больше, чем по первой позиции. Там почти $150 суммарно. Расслабься. Дай, пусть события сами развиваются. Не надо привносить свое мнение. Более того, сейчас у нас есть новая импульсная волна вот здесь, новый лоу, да, и у нас формируется коррекция. Чаще всего коррекция — это из моего первоначального анализа, который я раньше использовал. Сейчас я его практически не использую, потому что он все равно так или иначе субъективен. Да? Именно анализ симметричный, гармоничный анализ, как угодно можете называть. Да? Потому что я могу взять разную волну, я могу взять разную коррекцию, я могу взять то этот high, то этот максимум. Но тем не менее, здесь более очевидно. Мы видим low-high, мы видим снова импульс, low-high. То есть потенциально точка для sell может выглядеть здесь. Но проблема в чем вот такого анализа? Это потрясающий анализ, бесспорно. Но он более субъективен, чем мои стрелочные сигналы и чем моя ротация бара. Почему? Потому что, еще раз, я могу взять разный импульс, я могу взять этот хай, этот хай, этот хай, и каждый раз мне надо об этом думать, какой правильно брать. И нет правильного ответа, какой правильно брать максимум. Даже если ты используешь Фибоначчи, например. Вот у меня хай, отсюда натягивать Фибоначчи, растягивать или отсюда? Нет правильно, нигде нет такого правильного момента. Но если я вас всех спрошу, бар белый сейчас или черный, вы все скажете, что бар белый. А здесь в момент входа какой был бар? Черный. Вы все скажете, что бар был черный. Это тупо, но это просто так и должно быть. То есть должно быть тупо просто. То есть тупо просто торгуй. Тупо просто торгуй. И тупо просто будешь делать деньги. Вам кажется, и мне казалось всегда, что надо вот прям облепить себя информацией, почитать, Да, почитайте, но сначала ты должен действовать, чтобы потом понимать, о чем вообще люди пишут в своих книгах. Потому что, читая книгу просто по психологии трейдинга, если ты первые 3 месяца торгуешь, ты ни хера не поймешь, что там вообще пишут, о чем там пишут. Ты поймешь спустя там год, 2, 3, когда сам на своей шкуре это ощутишь. Но представьте, насколько структурный рынок, да, я обращаю ваше внимание на то, что по WTI мы тик в тик протестировали. Если мы посмотрим с вами налево еще раз, посмотрите сюда, мы тик в тик протестировали вот эту важную структуру. Здесь 4-часовой наш уровень со старшего, 15-минутный уровень слева. Смотрите, какая чистая структура, очень-очень важно. Не просто так эти уровни есть на графике. Но это мы можем убрать, да, нашу симметрию. Я еще раз говорю, я не ориентируюсь на нее. И вопрос, если будет черный бар, будем ли мы торговать его здесь, вот в этой точке? Абсолютно нет, потому что у нас нет кармана. Да, в идеале дождаться появления здесь уровня со старшего таймфрейма, допустим, с M15, да, и пробой этого уровня и дальше селить. Это более правильное техническое решение. Потому что мы видим, как цена реагирует на наш уровень, который мы определили еще до того, как цена туда придет. То есть важная предыдущая структура. Так, ну что, мы закончили с вами с W. Будем ждать, да, новых сигналов на sell. Первый сигнал у нас был здесь по ротации бара. Первый тейк был 60 пунктов, второй мы взяли 80 пунктов, да, почти. И посмотрим, что будет дальше.